Пустыня пылала под безжалостным солнцем. База Альфа гудела от звука генераторов и далеких винтовочных выстрелов. Среди этого шума, где каждый был занят своим делом, инженер-техник Алина Торос работала молча, спокойно, точно, без лишних движений. Она не привлекала внимания. Просто женщина в выцветшей серой футболке и рабочих брюках, коленями на горячем бетоне, проверяющая крепления на строительных фермах. Но кто-то решил, что тишина – повод для насмешек. 4 молодых солдат начали грубые разговоры, шутки, которые быстро перестали быть безобидными. Алина сначала сделала вид, что не слышит, потом спокойно сказала: «Этого достаточно». Им не понравилось, что им указали. Они подошли ближе. Смех стих. Лицо старшего, капрала Лока, выражало злость, неуверенность и желание показать власть. «Проверка документов», — сказал он холодно. «Новые правила». «Мои бумаги в порядке», — спокойно ответила она, протянув папку. Но Лок не остановился. Его тон стал грубее. Он начал говорить о досмотре, об обязательных процедурах. Люди вокруг начали замолкать. Все чувствовали, что происходит что-то неправильное. Алина молча выпрямилась, встретила его взгляд и произнесла: «Вы уверены, что хотите идти дальше?» В этот момент из-за угла появился старший сержант Хёрли. Он шел быстро, лицо было каменным. «Капрал Лок». Его голос резанул воздух, как нож. «Что, черт возьми, здесь происходит?» Тишина. Даже генераторы будто притихли. «Просто проверка, сэр», — пробормотал Лок. «Прекратите немедленно». Хёрли подошел ближе, посмотрел на Алину, потом на бумаги в ее руках. Он заметил на них старые военные отметки, знаки допуска, которых здесь быть не должно. На миг в его взгляде мелькнуло узнавание. Он знал эти символы. Они принадлежали тем, кто когда-то выполнял миссии, о которых не пишут в отчетах. «Все в порядке, мэм», — тихо сказал он. «Возвращайтесь к работе». Алина кивнула и спокойно продолжила проверку оборудования, будто ничего не случилось. Через несколько минут Хёрли приказал очистить площадку и вызвал Лока к себе. Позже, в его кабинете, разговор был коротким. «Вы унизили человека, который сделал для этой страны больше, чем вы можете себе представить», — сказал Хёрли. «И сделали это ради собственного эго». Лок попытался оправдаться, но старшина его прервал. «Вы будете учиться, и, возможно, поймете, что сила — это не форма и не звание. Это уважение». Слухи распространились по базе быстро. Никто не знал подробностей, но все поняли главное. Человека, которого сочли простой работницей, защищали на самом высоком уровне. И с того дня на полигоне Альфа изменилась атмосфера. Молодые солдаты начали здороваться с техниками. Механики получали благодарности. И люди перестали судить о ценности других по форме или должности. Позже, когда кто-то спросил старшего сержанта, что произошло, он сказал: «Иногда самые тихие люди — те, кто пережил гром войны». Алина больше никогда не упоминала тот день. Она просто продолжала свою работу, точно, спокойно, с достоинством. И в каждом отчете, который она подписывала, была та же аккуратная строка: «Проверено, исправлено, работает стабильно». Потому что ее сила была не в словах, а в том, что она делала правильно, когда никто не смотрел.